Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и друзья! У нас на канале давненько не было видео про нюансы строительства домов из профилированного бруса. Сегодня заполним этот пробел, и я расскажу о новшествах, которые мы внедрили в угловое соединение. Сейчас находимся на нашем объекте в Ленинградской области, в городе Коммунар. Строим здесь дом 6 на 6 из профилированного бруса для сезонного проживания. В сегодняшнем видео речь пойдет о соединении под названием «Теплый угол». Чтобы было понятно, что нового мы начали делать в данном соединении, сначала покажу, как раньше выглядел теплый угол. Впервые теплый угол начали использовать, когда был простой нестроганный брус, после чего появился профилированный брус. Впервые теплый угол начали делать на простом нестроганном брусе. Там фаска не снималась, и теплый угол работал на все 100%. Позже появился профилированный брус со снятым краем для красоты. Но теплый угол при этом остался прежним. И вот какая картина получается. В углах со снятой кромкой мы видим щель с палец. Вся суть проблемы вот в этой снятой кромке. Пока сруб сохнет и усаживается, конопатить и зашивать углы нельзя, потому как вертикально прибитые доски будут мешать усадке. Пока эти работы не выполнены, угловое соединение продуваемое. А если еще пойдет хороший ливень с ветром, то оно еще и протекаемое. Но давайте не будем забывать, что дом для сезонного проживания. А также не будем забывать, что этот дом мы легко можем превратить для постоянного проживания, утеплив его снаружи. В общем, это совсем другая тема для разговора. Мы немного отвлеклись. Итак, как выглядит теплый угол сегодня? При изготовлении замка, который называется на языке строителей «мама», спиливается вот эта вот часть с фаской. И мы получаем ровную поверхность. Когда вторая половина замка под названием «папа» становится на свое место, мы видим, что щели, о которой мы говорили ранее, нет. Только представьте, насколько угол стал плотнее. Есть еще один плюс у такого угла. Если со стороны посмотреть на готовый сруб, то складывается впечатление, что дом выполнен из бруса меньшего сечения. Это позволяет нам при зашивке угла перекрыть торец бруса одной доской шириной 145 мм. Ну что, друзья, могу сказать вам точно, что это не последнее новшество, которое мы внедрили в нашу сборку. Сейчас мы готовим еще некоторые изменения в лучшую сторону. Кстати, это никак не отразится на стоимости дома. В следующем ролике мы поговорим о деревянных нагилях и 200-х гвоздях. На сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, приезжайте к нам на объекты и до новых встреч на новых объектах. Пока!